в особняке семьи Хартсонов, чьи окна веками отражали закатные лучи над холмами, долгие годы жила тайна, затаившаяся в глубине стен, пропитанных чужими голосами и воспоминаниями. Мраморные залы, картины предков и старинные часы, что мерно отсчитывали минуты, становились свидетелями не только праздников и балов, но и тихих трагедий, о которых никто не смел говорить. Молодая служанка Эмма Уэллс, скромная и почти незаметная для большинства обитателей дома, ухаживала за хозяином, сэром Джонатаном Хартсоном. Его годы клонились к закату, тело слабело, но взгляд по-прежнему оставался цепким, будто в нем пряталась история, не отпускавшая его душу. Эмма ухаживала за ним с трогательной заботой, словно давно знала его сердце. Она считала это своим долгом, не подозревая, что ее жизнь связана с этим человеком куда глубже, чем казалось. Но в тот роковой вечер привычный порядок рухнул. Виктория Кинг, жена наследника рода, вошла в комнату и застала Джонатана в объятиях Эммы. Ярость, словно давно вынашиваемый яд, вырвалась наружу. Взметнулся бокал с вином, его звонкое падение обернулось вспышкой боли для Эммы. Осколки рассекли ей руку, оставив тонкие алые линии на белой коже. В этот миг дверь распахнулась, и на пороге появился Эдвард Хартсон, сын Джонатана. Он увидел лишь хаос, дрожащего отца, окровавленную руку девушки и жену, обвиняющую служанку в бесчестии. Не разобравшись, Эдвард поддался ярости Виктории. Эмма была изгнана из дома в ту же ночь, под дождем, с вещами, сложенными в узелок. Для нее это стало ударом. Она потеряла не только работу, но и странную, необъяснимую связь с человеком, к которому успела привязаться. Однако правда всегда ищет выход. Спустя несколько недель в руки Эдварда попала видеозапись с камер наблюдения. На ней было видно, что инициатором скандала стала Виктория. Ее цель была очевидна – устранить всех, кто поддерживал Джонатана, и заполучить власть в доме. Осознание ошибки сжало сердце Эдварда. Он разорвал узы брака, лишил Викторию места в семье и вернул Эмму в особняк уже не как служанку, а как доверенное лицо, официальную опекуншу своего отца. И тогда случилось признание, к которому Джонатан готовился долгие годы. Сидя в кресле у камина, он тяжело поднял глаза на Эмму и открыл тайну. Она его дочь, рожденная от Элизабет, женщины, что много лет назад работала в этом доме и исчезла, оставив младенца на попечение приемной семьи. Джонатан молчал, боясь скандала и гнева наследников. Но теперь, когда ложь разрушила дом, он не мог больше хранить молчание. Эти слова изменили все. Эдвард, узнав, что девушка, в чьих глазах он видел отражение своего отца, его сестра, впервые ощутил ответственность перед семьей в подлинном смысле. Он протянул ей руку, признавая и принимая ее место рядом с ним. Виктория же потеряла все. Ее властные амбиции рассыпались, как тот бокал, что когда-то полетел в руках. Особняк, некогда ее сцена для игры в госпожу, теперь стал чужим, холодным домом, из которого ее имя было вычеркнуто навсегда. Для Эммы же открылась новая жизнь. Она обрела отца, которого никогда не знала, брата, готового защищать ее, и дом, что перестал быть местом работы и стал символом принадлежности. 13 лет тайно спала под крышами Хартсонов, и лишь случайность, один всплеск ярости, разрушила ее покой. Правда оказалась дороже миллионов, дороже фамильных драгоценностей и титулов. А звон разбитого бокала, некогда омрачивший ее судьбу, обернулся началом новой главы, в которой у Эммы наконец появилась семья. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.